Привет, мои дорогие! Это особенный расклад «Исповедь мужчины». Что у него на сердце? Я вам скажу одно, что король чаш – это любящий мужчина. Тот мужчина, который вас любит, и тот мужчина, которого любите вы. Но в Таро есть много других карт, и младшие арканы показывают ситуации, в которых мужчина может проявляться. Сейчас это особенный расклад по той причине, что мы просмотрим, какие карты будут окружать вашего короля чаш, и таким образом мы узнаем, как он к вам действительно относится. Исповедь его. На исповеди люди говорят то, что не скажут никогда в другом случае, да? Поэтому сейчас у нас здесь будет 11 полноценных раскладов. Каждый расклад из 5 карт. Вы можете выбрать один номер из 11, или 2, или 3, или просмотреть весь расклад. И вам мужчина скажет то, что он не сказал бы никогда в любом другом случае. 11 раскладов. Исповедь мужчины. Король чаш. Иногда короля чаш называют неверным мужчиной или плохим, или в общем обвиняют его во всех грехах. Нет, это не так. Король чаш – это всегда тот, который любит сам по себе. Ну а если в раскладе, он приобретает оттенки других карт. Какие карты вокруг него покажут его истинную исповедь, да? Итак, загадайте своего короля. И мы начнем с номера 1. Первый расклад, номер 1. Смотрите, подсниму от себя, потому что делаю для вас по 5 карт. Номер 1. Раз, два, три, четыре, 5. Номер 1. Номер 2. Раз, два, три, четыре, 5. Исповедь мужчины. Номер 3. Раз, два, три, четыре, 5. Номер 4. Раз, два, три, четыре, 5. Исповедь мужчины. Номер 1, 2, 3, 4, номер 5. Пятый вариант. 1, 2, 3, 4, 5. Шестой вариант. 1, 2, 3, 4, 5. Седьмой вариант. 1, 2, 3, 4, 5. Восьмой вариант. 1, 2, 3, 4, 5. Девятый вариант. 1, 2, 3, 4, 5. 10 вариант. 1, 2, 3, 4, 5. И 11 вариант. 1, 2, 3, 4, 5. С вашего позволения я начну с 11 варианта, те карты, которые у меня в руках. И касаться будет вот этого мужчины. Его исповедь. Что он скажет на исповеди? Восьмерка меча. В детстве над ним издевались. Или его, как сказать, да, друзья, в кавычках, в школе или же в доме. Его запирали в каком-то подвале, он боялся, в общем, над ним издевались. Или он детдомовский, или он вырос в семье, где с ним плохо обращались. Но у мужчины очень много страхов, и это выражено в этой карте. То есть ваш король чаш, ему стыдно признаться, что у него очень много страхов. Человек способен на то, чтобы... Пятерка пентаклей. Чтобы заработать буквально на всем, что возможно. То есть он не будет отказываться от черной работы, плохой работы, он просто хочет заработать. Он не выбирает работу, он возьмет любую. Ну вот, судя по этой карте, да. И мужчина, он, знаете, здесь по этой карте, смотрите, вы подглядываете, когда ему делают татуировку и какой-то козел на спине, да. Ему даже все равно, что его будут даже обзывать. Почему? Потому что у него очень низкая самооценка у этого человека. Он может скрывать свою самооценку. Кстати, люди иногда напыщенные, они скрывают свою очень низкую самооценку. Мужчина очень любит деньги, король пентаклей, и он может быть скупым, вам кажется, но он хочет заработать, потому что он жил в нищете, ему не нравится жить в нищете, это его оскорбляет, и он очень хотел бы заработать. И хочу сказать, что он не будет гнушаться никакой работы. Женщина, которая будет с этим мужчиной, она будет любима, королева жезлов, он будет страстный по отношению к ней. Знаете, мужчина, он может влюбиться в любую женщину. Это мы, женщины, нам надо все там такое, да. В общем, из 90%, вот 100 женщин покажете мужчине, из них 90 он может влюбиться запросто. В этом случае это вы. И не думайте там что-то не так у вас. Вот здесь полная женщина, видите, но он все равно любит.
Так что он однолюб, скорее всего, королева жезлов, он однолюб, он любит вас. И семерка пентаклей говорит о том, что он скоро напишет, от него будет весточка. Это номер 11 был, если вы выбрали 11 мужчину, 11 вариант. Но еще раз повторяю, ваш мужчина может быть многогранен, его исповедь может состоять из всех 11 вот таких, как бы сказать, частей, что ли, да, его субличностей. Я сейчас эти карты оставлю открытые, чтобы вы знали, что мы прошли это. Вы смотрите дальше, вы определитесь, кстати, иногда разные варианты, что-то кусочки с одного, кусочки с другого, но подсказки вы получите. Итак, ваш мужчина, загаданный вами 10-й вариант, исповедь его. Он сейчас находится в потемках, он не знает, куда идти, он ищет выход из какой-то своей ситуации, ему сейчас очень тяжело. Его жизнь стала пустой, он потерял направление в жизни, он потерял смысл жизни. 9 пентаклей. Открывается дверь. Понимаете, вот он как бы в тумане идет, надеется на что-то, пробует как бы наметить, что-то нащупать в своей жизни. И его судьба отблагодарит за то, что он вот полностью ей подчинился. Здесь открывается перед ним денежная дверь. Перед ним скоро откроется какая-то денежная дверь. Королева пентаклей. Может быть, вы больше зарабатываете, или вы умнее, талантливее, может, у вас специальность получше. Но он дорожит вашим мнением, и он хочет, чтобы вы жили в достатке, это первое. Но он чувствует, что вы тоже можете или заработать, или можете быть ему партнером, можете вместе зарабатывать или вместе откладывать деньги на крупные покупки. Но он видит ваши таланты. Он, кстати, может вас поддержать в каких-то ваших начинаниях. Какая у него исповедь? Ему сейчас нести тяжело какой-то груз, 9 жезлов. Может быть, это его или мать, или его дети от первого брака, или это какая-то ипотека, или здоровье у него слабое. Но ему что-то тяжело нести. Он хочет каким-то образом отрегулировать свою жизнь, но пока он как в потемках. Он как в темноте находится сейчас. Ему нужно отрегулировать свою жизнь. Его жизнь сейчас учит, тяжело учит. Он проходит тяжелые кармические какие-то задачи. Ему сейчас очень тяжело. Поэтому он решил, как бы закрою глаза, что получится, то получится. Вы знаете, что он может сейчас стать очень счастливым человеком. И вы с ним можете быть очень счастливы. Какая его исповедь? Он надеется на выигрыш, но идти ему сейчас очень и очень трудно. Он решил, будь что будет. Вот так он определился, да, так он решил. Это 10-я исповедь была. Посмотрим 9-ю исповедь. Может быть, того же мужчины, другая исповедь в другое время его жизни. Актуально в тот момент, когда вы смотрите, ну, мужчина, которого вы любите и любит вас, какая у него исповедь? Хочет ключи к вам подобрать, ключи к счастью, к своему, к птице удачи. Он хочет, чтобы двери открылись нужные. Он сейчас ищет выход, он сейчас, может, образовывается, может, ищет работу, может быть, вас ищет. У некоторых из вас это еще незнакомый мужчина, который появится на горизонте, который будет стучаться в вашу дверь. И вам он покажется каким-то новым, юным, непонятным, может, покажется вам каким-то загадочным, задумчивым, таинственным. Это его такой стиль поведения. Он любит, когда загадочность есть. Недавно у него либо закончились отношения, либо он потерпел какую-то утрату. У него разбитое сердце у этого человека. Он это скрывает. Он сильно умеет скрывать свою боль. У него разбитое сердце, и, может быть, даже он физически где-то пострадал, переболел или перенес какие-то очень сложные испытания. Может, он вдовец. Но это какой-то новый мужчина в вашей жизни. Скорее всего, у многих это проиграется. Он умеет работать, он умеет ждать, он умеет быть терпеливым, этот человек. Он, знаете, умеет быть сострадательным другим, потому что сам многое испытал, много ожидал, много надеялся, много работал, не сдавался, хлопотал. Может быть, сейчас вот именно у него прорыв идет какой-то. Исповедь его такова, что
Он устал ждать, он хочет начинать действовать. И то, что он будет действовать, это приблизит вашу встречу, если это новый человек, или если вы поссорились, приблизит вашу встречу. Исповедь его такая, он готов работать над отношениями, и он никогда не будет сдаваться. Этот человек не тот, который сдается, не тот, который подчиняется обстоятельствам, он борец. Ему пришлось трудно, но он продолжает бороться. Так, это у нас был 9-й, 8-й. 8-й мужчина, исповедь мужчины, или 8-я исповедь вашего мужчины. Ну, это рыцарь какой-то новый, может, кавалер, новый знакомый. Это тот, который пройдет огонь и медные трубы, воду и огонь, чтобы вас найти. Это человек, с которым вы можете жить счастливо до старости, который утешит, любит, и очень горячие чувства, преданность есть в нем. Смотрите, это королева чаш. Именно 8-й человек этот, я знаю, что вы дальше будете смотреть, но 8-й человек — это для вас самая лучшая пара. Если вы загадали этого 8-го человека. Ну, мастер номер 11, 11 исповедей, да? Это для вас самый лучший вариант. Он может вас сделать счастливой, и это опека его. Может, он старше вас, но это опека какая-то, да? Он может вас опекать. Он имеет какой-то дар. Он чувствует вас, он имеет дар, он может даже предвосхищать ваши желания и мысли. Но где-то глубоко внутри себя он мечтает, вот он жертвенный, да, жертвенный, но он где-то глубоко мечтает о том, чтобы вы заметили его доброе сердце, чтобы вы сделали ему комплимент, а чтобы вы его поддержали. Он об этом очень мечтает. Но вы его королева. Этот 8-й человек – это самый лучший матч, так называемый. Вы подходите друг другу лучше всего, вы пара, именно 8-й человек. Продолжаем исповедь, 7-й, 7-я исповедь, 7-й человек, 7-я карта, да. Это человек в фантазиях, в полете, в фантазиях. Он, знаете, мечтатель, фантазер. Он думает, что Вселенная, вот как маяк, будет его спасать. Будет его спасать. Религиозен или будет религиозен в будущем. Человек, который, знаете, много говорит о любви. Он может много разговаривать или о чем-то другом. Он любит поговорить, любит пофилософствовать. Человек, который иногда не может оценить правильно ситуацию. Он видит то, что перед ним какая-то проблема или задача, или слишком маленькая, или слишком большая, не может оценить ситуацию. Фантазер. Ждет подарков судьбы, немножко такой фантазер, да. И в то же время по 10 жезлов одаренный, очень одаренный. И исповедь сейчас у него такая: он не может никак себя реализовать. Он не может себя найти в этой жизни, потому что он видит все неправильно. Он все видит или преувеличенно большое, или преувеличенно маленькое. И это его исповедь. Он знает, что он не умеет, вот знаете, оценить дистанцию между собой и другими, оценить слова других, знать, что правда, что неправда. Он часто попадал в неловкие ситуации, им воспользовались и не раз, потому что он не мог оценить правильно ситуацию. Может быть, его предавали в любви. Такой интересный субъект, но немножко фантазер. Итак, 6-й. 6-я исповедь или 6-й человек. Но этот сейчас где-то, может быть, у него привязанность какая-то есть, или же он болеет. Этот сейчас ищет выход. Он ищет лечение для своей души или для своего духа. Может быть, он пострадал в предыдущих отношениях, теперь ищет, как ему излечиться. В какой-то золотой клетке, может, долго сидел, может, родитель его держал, да, что-то ему обещал, что-то там с наследством, что-то там с домами, что-то там с чем-то. Но он долго сидел в ожидании. Да, вот как тюрьма какая-то, сидел в ожидании. 6 меча говорит о том, что человек сейчас хочет найти возможность какое-то свое дело начинать. Или же обучаться чему-то. Он хочет поменять специальность. Или на работе его предали, или работа была плохая, или он пострадал от плохой работы, от несправедливости, или он потерял работу, но он хочет сейчас найти новое дело, новую работу,
Может, он хочет быть консультантом. Король меча говорит о том, что у него может быть сложные отношения, очень сложные или с родителями, или с другими людьми, или же с начальством сложные отношения, может быть, с вами сложные отношения, и он в этом сам виноват. Он в этом сам виноват. Но я вот скажу, это тоже фантазер, но здесь он именно стабильности хочет, потому что у него в жизни, видимо, нет финансовой стабильности. То есть деньги, то нет. Он хотел бы стабильности, он хотел бы, чтобы с вами было все хорошо. Такая защита, защитный дом. Может быть, этот человек ждет от вас какой-то милости, может быть, он обидел вас сильно и хочет теперь помириться. Но он хотел бы, чтобы была встреча, чтобы вы друг друга начинали понимать. Он, скорее всего, выйдет на связь, даст о себе знать и скажет больше о себе. Он скажет, как ему тяжело и плохо. Исповедь такая, что он проходит сейчас через боль. Эта боль скоро закончится. Он, может быть, выздоровеет скоро. Он, может быть, получит новую работу скоро. И ему будет что вам показать, на деле доказать свои чувства. Давайте посмотрим шестой вариант, или же шестую исповедь мужчины. Но это может быть один и тот же человек, как я уже сказала. Итак, я сказала шестой, да нет, это пятый. Раз, два, три, четыре. 4 осталось, это пятый. Шестой у нас вот был. Итак, пятый человек или пятая исповедь, пятый загаданный номер. Если вы по номерам загадываете, можно загадать опять же несколько номеров. По дате рождения можно загадывать. Так, как вам удобно, так и поступаете, да. Итак, что этот человек хочет вам передать? Смотрите, этот человек чувствует, что его подставили. Может быть, вы поссорились, потому что его подставили, на него наговорили. Этот человек чувствует, что что-то между вами пошло не так. Было какое-то огорчение, печаль, может быть, слезы с вашей стороны, потому что ситуация была оценена нетрезво. Где-то информация была дана неполная. И он, может быть, сейчас за вами следит или в соцсетях, он ждет, когда пройдет вот этот жар страстей, и можно будет с вами поговорить спокойно. Может быть, было связано с деньгами что-то, может быть, с растратами, может быть, с несправедливым отношением к вам. Здесь вода, бурная вода, да, это может быть, планы были большие, надежды, но оказались пустыми. И, может быть, вы разошлись с этим человеком в мнениях, в понимании жизни или вообще физически разошлись, да. Злость, ревность была, буря страстей, какие-то враги были замешаны, какая-то досада была замешана, да. Что-то было замешано, потому что это у нас паж меча, то есть пиковый валет, пустые хлопоты были какие-то, страсти пустые. И основывалось все на очень острой ситуации, которая проявилась. Тревога, слухи, сплетни, какие-то страдания, острая ситуация. Мужчина хочет сказать, что он не думал, что так будет. Вот это его исповедь пятого человека. Он не думал, что так все закончится остро. Кто-то на мужчине, может быть, делал какой-то приворот. Это какое-то негативное влияние, магия. Это может какая-то дама, какая-то женщина, поведение, которое требует объяснения, прояснения. Сливали какой-то негатив, пользовались им. Это негативное влияние, это какой-то враг, который долгое время его ненавидит. И исповедь его такая, он знает, что у него много врагов, он знает, что его ненавидят. Отражается сильно на его здоровье. Вот его жизнь какая-то пустая получается. Одни волнения, буря, а толку нет. Он хотел бы теперь вот через эти врата перейти в новое измерение с вами. Но он чувствует, что его плохой характер постоянно ему враг. Так язык его, враг его, да, вот так здесь можно в 2 словах это объяснить. Язык его врагом и является. Он за вами сейчас наблюдает и хотел бы с вами встретиться и вот эту исповедь продолжить, поговорить. Смотрим 4-й. 4-я исповедь мужчины. Ну, сейчас он точно за вами следит через свой гаджет, где-то следит за вами. Есть страсть, есть любовь и есть какая-то тоска
скучает, волнуется, тревожится, скучает и очень скучает, можно сказать, да. Девятка чаш вспоминает, что было между вами хорошее, какие-то приятные события. Хотел бы пробить эту стену, которая возникла между вами. Хотел бы выйти на разговор. Хлопочет о разговоре. Хотел бы, чтобы у вас был домашний очаг вместе. Может, уже и был, но вот он его сам разрушил своими действиями, своим поведением. Он хотел бы, конечно, вернуться. Он хотел бы, чтобы жизнь дала подарок общения, подарок любви и доверия. Он хотел бы подарок доверия, потому что сердечная привязанность этого человека к вам есть. Он даже готов свернуть горы. Хлопочет, чтобы с вами встретиться, чтобы убрать эти все препятствия. Это могут быть как обстоятельства финансовые, бытовые. Это могут быть третьи какие-то лица или обстоятельства. Он хочет показать вам свою силу, свой мужчина, что мужчина может силу применить, чтобы убрать обстоятельства, убрать все преграды, которые между вами, вспоминая то, что было хорошо, и хочет пробить стену. Стену, может быть, непонимание между вами, может быть, стену, которую построили другие люди, но планы у него на вас есть, и чаяние есть. Хочет пробить эту стену, это точно. Это четвертая исповедь. Король чаш, третья исповедь. Ну вот, вспоминает. Он уже и эти воспоминания у него стали какие-то уже фантазийные, что ли. Вспоминает разные картины. И самое интересное, что это же мечи, да? Он вспоминает то, что вы сказали, может быть, обидели его по его мнению. Он думает, может быть, он вас где-то обидел. Но ему сейчас одиноко, плохо. Двери закрыты. Двери закрыты, и все эти картинки в голове вспоминает. Он сейчас совершенно опустился, вот как, может быть, не ухаживает за собой, плохо питается, употребляет спиртное, опустился, не смотрит за собой, потерял вот это лицо. Потерял лицо, да, где-то в своей пещере удалился и коротает время, может, скрывается от кого-то или от чего-то, а сам от себя скрывается. Как бы время убивает зря, проводит время зря, потому что долгое время искал эту живую воду, не мог найти ответы на вопросы. И он понял, что нет смысла надеяться, нет смысла хлопотать, нет смысла строить планы. Жизнь все равно распоряжается так, как распоряжается. Мужчина опустил руки, он рано постарел. Мужчины вообще стареют раньше женщин, это понятно, поэтому они хватаются за соломинки. И такое вытворяют, особенно в возрасте с деньгами. Мужчины такие смешные делают, коленки, да, вытворяют такие дела. Мужчина хотел бы перемен, смотрите, какие перемены в нем произошли. Он даже боится посмотреть в зеркало, такие перемены с ним произошли. И он не хочет видеть реальность, не хочет видеть действительность. Действительность его пугает. Он боится, как бы судьба еще не подложила что-то ему. Еще какой-то неприятный сюрприз. И он решил, чтобы судьба не подложила какой-то неприятный сюрприз, лучше бы он вообще уединился и потерял связь с реальностью. Мужчина потерял связь с реальностью. Его исповедь такая, он хочет найти эту реальность, но он чувствует, что он теряет связь с реальностью все больше и больше. Он вспоминает моменты счастья, любви между вами. И даже вот то, что было между вами, он как бы не видит даже, как оно было. Он видит это все по-другому. Он потерял голову, можно сказать, да, свою, потому что лень, вот эта прокрастинация, лень постепенно затянула его, вот эта вся болото, эта рутина, это за его затянула. Мужчина может появиться случайно с подарком, но ему нужно привести себя вначале в порядок, чтобы вы не испугались его, да, но он может появиться с подарком довольно скоро. Итак, король чаш, осталось 2 исповеди. Узнаем его исповедь. Он хочет, чтобы все двери так просто открылись, потому что вот он такой, вот потому что он мужчина, да. О себе высокого мнения, конечно, тут жезлов. Свою мужскую
функцию высоко ценит, поэтому вот сейчас он может стареть, он боится, что вот это, когда у него уйдет, он может потерять самоуважение, да. Это тоже появится с подарком, Но знаете, здесь подарок, вот он как бы самолюбование будет. Он принесет подарок и хочет посмотреть на вашу реакцию. Да, жезлы, король жезлов и туз жезлов. Этот мужчина очень озабочен вот своей этой функцией, вы знаете, та, которая ниже у него, его ремня на его брюках. Вот эта функция его очень беспокоит. Он видит себя мачо, он видит себя таким красавцем, как бы принцем, да, принцип видит. Очень и очень чувственный мужчина. Вы, наверное, с ним имели любовь. У вас любовь к нему сильная. Кстати, у этого мужчины к вам сильная любовь. Десятка чаш, это вы можете с ним быть очень и очень счастливы. Очень и очень можете с ним быть счастливы. Но вы только тогда с ним будете такая счастливая, если, конечно, он будет на первом месте. Здесь он на первом месте. На первом месте. Просто герой. Хочет, чтобы его заметили, его хвалили, его подсчитали. В общем, такой, да, домашний князь. Но этот домашний князь, кстати, внутри прячется его мужчина, который может вам обеспечить очень даже счастливую жизнь. Это его внешняя оболочка, вот внешняя оболочка его самомнения. Может, как актер играет в такую игру, сам себе придумал. Но с этим человеком вы можете быть счастливы в будущем, несмотря на вот эти его все выпендрёсы, как бы сказать, не знаю, как сказать, но вот самолюбование есть у него, но это все только внешняя шелуха, а внутри он умеет любить, можно так сказать, да? Он неоднозначная личность, неоднозначная личность. Итак, посмотрим первая исповедь. Добрались мы с вами до первой исповеди. Это может быть, кстати, новый знакомый, готовит подарок, или это новый кавалер, или же тот, с которым все же как бы думали, закончилось, а нет, не закончилось. Будет с ним встреча, он готовит сюрприз вам, да. Просто рыцарь, страстный рыцарь, да, который готов избавить вас от каких-то ваших забот, ваших преград. Может, он знает, о чем у вас болит душа. Ой, какая хорошая карта, я в этих Таро очень люблю вот эту карту, туз пентаклей. Вот вы такая красавица в зеленом платье, ключи от его сердца имеете. Но это страсть здесь сумасшедшая. До сих пор, вот много лет вы вместе или нет, до сих пор страстно любит, страстно хочет быть с вами. Вот пожар у него всегда, он такой яркий, страстный, порывистый человек, да, порывистый человек. Но с ним у вас качели были. У некоторых проиграется, что с этим человеком были качели. Ой, десятка пентаклей, это красота. Вы знаете, здесь может быть стабильная жизнь на долгие годы. С этим человеком вы можете быть счастливы. Страсть скоро уйдет. Вот это его характер, этот его такой огненный, он скоро уйдет. И он станет спокойнее, он станет таким больше уравновешенным, таким земным, таким более спокойным, более реальным, можно сказать. И с ним вы можете быть очень счастливы, с этим человеком. Такая вот жизнь для женщины самая лучшая, королева пентаклей. Когда есть благополучие, устроенная жизнь. С ним, может, были какие-то качели, потому что здесь у нас, видите, какой пожар. Но сейчас все к благополучию идет. С ним можете благополучную жизнь иметь. Вот такой расклад открылся мне в медитации, я сделала для вас. Это интереснейший расклад получился, очень супер информативный. Каждый раз будете просматривать, можно другие номера выбирать, что-то другое, слышать что-то другое, понимать о вашем мужчине. Вот, делитесь этим видео своими друзьями, вы им не поможете советом, а вот видео можете помочь, так что делитесь видео, ставьте лайк или дизлайк, потому что таким образом вы оцениваете мою работу и выражаете эмоцию, это важно. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, здесь очень интересно, очень вечно, всегда вечно, неожиданно, как это все обернется. Я сама на цыпочках всегда с картами, они вот такие
страсти здесь просто кипят, так что будем видеться, будем дальше разбираться в жизни. Чем больше мы в жизни разбираемся, карта нам помогает, тем лучше для нас с вами, дорогие мои друзья. Жду ваших комментариев, с нетерпением жду ваших комментариев. От чистого сердца желаю вам счастья и до новых встреч, мои дорогие.